Вы на канале Climate Change. Тут мы рассказываем о самых резонансных событиях о климате, катаклизмах, разных стихийных явлениях и происшествиях на Земле. Начнем. Ученые из Технологического института Нью-Джерси, США, установили, что потепление океанской воды, связанное с изменением климата, привело к существенному снижению яркости Земли. Эксперты проанализировали изменения земного сияния за десятилетия. Они оценили количество света, отраженного от Земли и освещающего поверхность Луны, а также сопоставили со спутниковыми данными. За прошедшие 20 лет было отмечено значительное падение альбедо, коэффициента отражения нашей планеты. Сейчас Земля отражает на полватта меньше света на 1 квадратный метр, чем 2 десятилетия назад. Большая часть снижения отражаемости приходится на последние 3 года. В целом, наша планета отражает около 30% попадающего на нее солнечного света. Согласно спутниковым измерениям НАСА, в последние годы произошло уменьшение количества ярких отражающих облаков над восточной частью Тихого океана. Это та же область, где было зарегистрировано повышение температуры поверхности моря из-за глобального изменения климата. Климатологи надеялись, что более теплая Земля создаст условия для появления большего количества облаков, что может смягчить потепление и уравновесить климат. Но исследования показали обратный эффект. Климатическая система Земли теперь захватывает больше солнечной энергии. На северный немецкий портовый город Киль в среду 29 сентября 2021 года обрушился мощный водяной смерч, сбросив нескольких человек в воду и повредив имущество. Местные СМИ продемонстрировали изображения вырванных с корнем деревьев и поврежденных домов. На место происшествия были направлены полиция, пожарные и спасательные службы. Ведется оценка ущерба. Полиция сообщает, что люди из местного грибного клуба получили травмы, когда несколько из них были брошены стихией в море. Власти заявляют, что 3 человека получили серьезные травмы, и еще 3 – легкие ранения. Немецкая метеорологическая служба ранее прогнозировала ветер со скоростью до 110 км в час в этом районе с вечера среды до около полудня четверга, а также сильный дождь в выходные дни. Власти Японии и США заявили, что в среду 29 сентября 2021 года у северо-западного побережья Японии произошло землетрясение силой 6,1 балла, но предупреждение о цунами не поступало. Землетрясение вызвало сотрясение на большом участке северо-восточного побережья и ощущалось также в Токио, но сообщений о повреждениях также не было. Геологическая служба США сообщила, что землетрясение произошло на глубине 368 километров в Японском море, известном как Восточное море в Корее. Японское метеорологическое агентство заявило, что после землетрясения не было риска цунами. Япония, как известно, находится на Тихоокеанском огненном кольце, дуге интенсивной сейсмической активности, которая простирается через Юго-Восточную Азию и через Тихоокеанский бассейн. По словам официальных лиц геологической службы США, вулкан Килауэа на большом острове Гавайев извергся после нескольких часов повышенной активности. Уровень опасности повышен до максимального, но непосредственной угрозы для населенных пунктов нет. Извержение началось около 15:20 часов дня 29 сентября 2021 года, когда Гавайская обсерватория вулканов обнаружила свечение, просматривая изображение с веб-камеры с вершины вулкана. Спустя некоторое время стала видна лава, и около 7 часов вечера по местному времени извержение усилилось. Изображения с веб-камеры показывают трещины в основании кратера Халемау-Мау, образующие лавовые потоки на поверхности лавового озера, которое было активным до мая 2021 года, говорится в сообщении Геологической службы США. Они добавили, что первоначальная активность была ограничена кратером Халемау-Мау. Примерно в 16:43 на западной стене кратера Халемау-Мау открылась еще одна трещина. Также было видно большое количество вулканического газа, в основном водяного пара, двуокиси углерода и двуокиси серы. Красный Крест Гавайев заявил, что следит за извержением.
В настоящее время нет угрозы для населенных пунктов острова Гавайи. Мы будем следить за событием по мере его развития, говорится в заявлении организации. Сотни домов были разрушены, и 24 человека получили ранения в результате извержения вулкана Килауэа в мае 2018 года. Небольшое извержение началось в декабре 2020 года и продолжалось до мая этого года. Незначительная активность была отмечена в конце августа, но через несколько дней прекратилась. Сильные дожди в среду 29 сентября 2021 года обрушились на некоторые части Словении, затопив более 500 зданий только в столице Любляне. Метеорологи заявили, что это самые сильные дожди за 160-летнюю историю метеорологических наблюдений страны. По данным Агентства по окружающей среде Республики Словения, в Любляне с 19:00 до 20:00 по всемирному координированному времени 29 сентября 2021 года было зарегистрировано 96 мм осадков, и это является рекордным показателем. Всего выпало 122 мм дождя. При этом 25 мм город получил всего за 10 минут. Предыдущий одночасовый рекорд в столице составлял 62 мм и был зарегистрирован 11 августа 1951 года. Максимальный пятичасовой рекорд количества осадков, установленный в городе 22 октября 2014 года, составляет 113 мм. В службы экстренной помощи поступило почти 3000 звонков от пострадавших граждан. Многие застряли на затопленных дорогах в своих автомобилях. В национальном парке Катмай наступила неделя толстого медведя, когда среди бурых медведей выбирают самые упитанные животные. В настоящее время медведи готовятся к зиме, которую проведут в берлогах без еды и питья. Неделя толстого медведя началась в среду 29 сентября 2021 года и завершится во вторник 5 октября. Самого плотного медведя выбирают не случайно, ведь для этих животных жир означает выживание. Запасы поддерживают их весь холодный сезон. За это время масса тела медведей уменьшается на треть. Власти национального парка назвали претендентов на звание наиболее тучного медведя в 2021 году. Это Чанг, один из самых доминирующих медведей на реке Брукс, и Холли, взрослая самка, чемпионка по весу среди медведей в 2019 году. С июня по сентябрь в Катмай стекаются туристы, чтобы посмотреть, как бурые медведи нагуливают жир и охотятся на лососей. Взрослый самец может поймать и съесть более 30 рыб всего за день. К концу осени некоторые медведи весят более 450 килограмм. Всего на территории заповедника обитает около 2200 бурых медведей. Таким был наш сегодняшний выпуск. Надеемся, что все вы сейчас в безопасности. Делитесь своими мыслями в комментариях. Мы благодарим вас за просмотр и оценку этого видео. Бейте в колокол, чтобы не пропускать будущие выпуски. Пожалуйста, будьте бдительны, не будьте равнодушными к окружающим и берегите жизнь. Выпуск озвучен при содействии канала Альтермор специально для канала Climate Change.